Доброе утро. Сегодня 29-й день моего путешествия. Где-то еще на том берегу Украины. Я уже иду третий день. Сегодня 4-й день на территории Молдовы. На часах 6:20. И ночью часа в 4 я проснулся от того, что, как мне показалось, кричал какой-то шакал просто. Я не слышал, как шакал кричит. Но это как шакал, да, это как дикая собака, которая орет во все стороны. Потом он дальше кричал, и я вот сейчас анализирую, что из-за того, что он сместился так быстро, это не шакал никакой, это птица. Какая-то птица, но так громко кричала. Так, ну в этот раз я дольше продержался. Все, начал путаться. Оказывается, сегодня не 29-й день, а 30-й. Можно сказать, 3 по 10 юбилей. 30-й день путешествия. Вот так вот. Если бы не тетрадка, я бы, наверное, запутался еще раньше. Я даже с тетрадкой запутался. 31 июля. Завтра первый день последнего месяца лета. Итак, я уже собрался, и каждый раз я хочу показать, что я оставляю стоянку чистой. А мусора у меня априори нету. Все в упаковках. Упаковка заканчивается, ее прям в печке щепочница, как в доменной печи, там температура до 600 градусов. Сжигаю, после меня вот остается только зола, которую ветер разнесет. Вот такие ветки взял за привычку немножко бросать под палатку. Матрас нужно беречь, потому что если он у меня пробьется, то я буду спать практически на земле. Поэтому я решил это дело взять на вооружение. Все, спасибо этому месту. Лодка уже на берегу. Как я люблю говорить, мой конь бьет копытом. Вот она, красавица моя. Ай да моя красавица. Ах ты хорошая. Обожаю ее. Просто обожаю. Она красивая очень. 3,20 длина. Ширина 65. Вот смотрите, как она смотрится прекрасно. Какие формы. Как женщина. И весло у меня прекрасное. И река хорошая, и погода шикарная. Что еще нужно? Становись на воду, да греби. Только вышел из-за поворота, и вот сразу такая картина замечательная. Прям по центру реки, там излучина влево уйдет, и сразу видно крепость Сарокскую. Очень здорово, будто въезд в город Чернигов, где сразу встречает Екатерининская церковь. То есть здесь, если по воде идти, сразу встречает крепость. Расположение очень удачное. Просмотр на 4 километра в эту сторону и также в ту сторону. То есть вот
по прямой 3 километра, ну плюс я прошел еще метров 500. Обзор с крепости был замечательный, если враг шел по воде, видно было его заранее. Отличное место расположения. А наверху виднеется город. Здорово. Я встречаюсь с журналистом, с барышней Татьяной где-то на пляже. До понтонной переправы мне туда 2,5 километра. По прямой я уже ее вижу. Еще мне 20 минут, можно вообще не грести, мне река донесет. Течение есть. Даже ветер немножко попутный. По-моему, в Сороках стоки сбрасывают плохо очистив. Вот здесь трубы большие. Здесь было много бакланов, вороны, ну и запах такой появился соответствующий. А это вот прям передо мной Сорокская крепость. Прямо у воды. Я в городе, внимание, правильно, Сорока. И рядом со мной обаятельная такая женщина. Это Татьяна, журналист местного издания, как называется? Обсерваториум Янок. Вот, и благодаря ей мне удастся посмотреть вот эту крепость. Смотрите, какая красота. Иначе я бы ее видел только с воды, побоялся бы оставлять байдарку. Это минус того, что когда я путешествую один, вещи часто оставить нету возможности. Сорокская крепость была построена Штефаном Великим в 15 веке. Название объясняется тем, что господарь установил сорок, то есть срок возведения крепости. Она была возведена у переправы через Днестр, на месте более старого укрепления. В основе крепости присутствует золотое сечение. Диаметр снаружи 37,5 метров, внутри 30,5. Толщина стен около 3 метров, а высота 21. Глубина фундамента 4 метра. В средние века Сорока была частью целой оборонительной системы молдавского государства, состоявшей из 4 крепостей на Днестре, 2 на Дунае и 3 на севере страны. Это один из самых ценных архитектурных памятников Молдовы. Огромная историческая ценность Сорокской крепости состоит еще и в том, что она сохранилась до наших дней такой же, какой была создана мастерами Средневековья. Но больше всего меня впечатлила не крепость, а отношение здешних жителей к реке. И это о грустном. Прямо у подножья красивейшей крепости, просто в реку, город сливает свои нечистоты. Вот уже более 20 лет без какой-либо очистки из огромных труб в Днестр попадают отходы жизнедеятельности города Сороки. Здесь есть одна проблема, я хочу ее показать. Смотрите, что делается. Это беда национального масштаба в Молдове, мне кажется. Просто отходы жизнедеятельности людей сливаются прямо в реку. Ну вот как вы это себе представляете?
Это вот я скажу, как это выглядит. Это весь город ходит сюда и какает. И эта проблема, ее нужно решить. Так же нельзя, это же все в реку, и внизу еще люди воду потребляют, рыбачат. Находится это в таком шикарном месте. Представьте, какое место красивое. Мог быть туризм развит очень шикарно. И это проблема не только города Сороки или даже Молдовы. Здесь я увидел наше отношение к природе в целом. Мы берем у нее все самое лучшее, но что отдаем взамен? Только представьте мои чувства и эмоции в тот момент, когда я понял, что происходит. Я видел рождение этой реки, шел рядом с ней, пока она росла и набирала сил, видел, как люди радуются, купаясь и отдыхая на ее берегах, как ловят рыбу, добывают с ее дна камень, вырабатывают электроэнергию, поливают свои огороды. И вот, что река получила взамен. Словно плевок в душу, не иначе.